Они вдвоем подняли, и он его взял, поднял, его можно как хочешь крутить. Роман, зрители однозначно будут писать в комментариях вопрос по стоимости работы вот такого крана. Нет, вы знаете, тут такая система, способ весов. Нагрузку мы снимаем, он заваливается, получается, назад. Альбина, она даст интервью. Говори. Крановщик вообще как бы бог стройки. Стоит крановщику не выйти. Здесь уже 20 лет отработал, 21 год работаю. Поднимал всякие колонны, всю Россию объездил и за рубеж ездил. Константин Фролов. Про технику, про предприятия, про людей. Всем добрый день, друзья! Я нахожусь в Татарстане, в городе Нижнекамск, на предприятии Тонека. На заднем плане идет монтаж так называемого реактора. Это специальная установка для очистки дизельного топлива. Вес этого реактора более 1000 тонн. Если быть точным, 1036 тонн. То, что вы видите, процесс где-то наполовину завершен. Вот эту колонну надо поставить в вертикальное положение. Установка идет через шарнир. Это позволяет снизить грузоподъемность самих кранов. Работу выполняет компания Сопик. Собственно, они меня сюда пригласили. Ребята уже более 30 лет занимаются перевозками и монтажом негабаритного и крупнотоннажного оборудования. Первый раз я на таком масштабном мероприятии. Ничего подобного раньше я еще не снимал. Вот. Начали монтаж сегодня с 4 утра, потому что на улице ужасная жара. Днем стрелка термометра поднимается выше 35 градусов. Даже сейчас ребята монтируют, температура на улице уже за 20-ку, и механизмы перегреваются. То есть кран приходится останавливать, потому что перегревается лебедка. А что за прибор такой? У меня есть похожий, нивелирный называется. Но Да, это теодолит. Нет, этот Нет? уже электронный, скажем так, теодолит. Но нивелир, знаю, горизонт показывает. А этот что А показывает? этот полностью все показывает. И горизонт может вычислить, и положение в пространстве может вычислить, зная исходные данные. Согласно его данным, все выводятся чертежи в натуру, и от него уже идет само строительство. То есть основной кран, поднимающий груз, 750 тонн грузоподъемности, подстраховывающий его 350 тонн грузоподъемности. Ну, а доп. Обслуживающий 100-тонник. А что значит подстраховывающий? Он же стоит без дела. Если Он чё- стоит сейчас без дела, есть точка перевала груза, то есть когда на фундамент будет приходить вся нагрузка, чтоб он держит обратно. от опрокидывания. Все, понял. А я еще думаю, зачем вот эта стропа здесь длинная. Теперь только понял. Это висит. все защита от опрокидывания. Да, понял. А вот вы говорите, механизмы нагреваются. То есть это реально, да? То есть под нагрузкой. Ну вот лебедка, она же тащит, с учетом запасовки. Одна нитка лебедки, она 16 тонн тащит. Мы умножаем на количество запасовки и получаем грузоподъемность. Но она уже близка к максимальной, поэтому долго он работает почти на пределе, поэтому нагревается. Плюс еще жарко сейчас. Это вот реакторная установка, которая предназначена для очистки бензина, да, по-моему? Но это увеличение мощности. На этой, вот в 2010 году была первая очередь, тоже мы ставили. Тогда вот они начали. А сейчас просто уже объем увеличивают, то есть она дублирующая. То есть вы 12 лет назад, получается, уже устанавливали, да? Да. Таких два там было. Они вот так лежали параллельно. Один большой, а второй поменьше соседний, он 400 тонн. Получается, преимущество гусеничных кранов перед кранами самоходными то, что они могут передвигаться с грузом, да? Да, вот то, что вот он сейчас на нас едет, то есть это только гусеничный может обеспечить. А ехать ему надо, опять же, потому что точка смещается, да, то есть по мере подъема. Да, нам нужно, чтобы полиспас и крюк, он всегда был вертикально. То есть недопустимо отклонение. А каким образом тогда сейчас второй кран будет подстраховывать? У него же получается под углом. Нет, там Нагрузка. специальная система, вы видите. А, система Да, там там есть? такой ролик. Это надо обойти, посмотреть. Но это будет видно хорошо, вот когда он уже будет вертикально. Специально для того, чтобы вспомогательный кран, он как бы тянет и через полиспас идет То есть наверх. он снизу тянет. То есть он тянет наверх, получается. Сама тяга идет снизу, Да, под по углом. диагонали, да. Все, понял. Там достаточно интересная система, потому что он же еще якорится, и он на этих якорях сам стоит, и их же придавливает за счет собственного веса. Рано утром запланировали, потому что жарко, да, чтобы Да, было да. проще работать. Да, И механизмы, опять же, не нагревали. да.
А вот эта самоходная тележка, она за счет чего передвигается? Это модульные самоходные трейлеры, они составлены из шестиосных. Тут они параллельно два, то есть их можно разъединить. Можно даже еще соединить, еще один. Не, можно их сколько угодно, вот туда увеличивать, сюда увеличивать. То есть эта вся сейчас состоит из 8 шестиосных модулей. А с той стороны 2 двигателя. Там дизель стоит, да? Да. Дизельный двигатель приводит в движение насосы, и через насос-мотор, уже через гидравлику, они вот на тех осях, где есть редукторы колесные, они приводные, туда приходят. И сколько мощность дизелей там? Каждый по 350 киловатт. Но она же где-то- передвигается очень медленно. Нет, 10 километров в час. 350 киловатт, это надо на 1,36 умножить, под 500 лошадей каждый, да? Но мы сюда ехали, если по ровной дороге, таким неспешным шагом, я рядом шел, мы вровень шли. В горку тяжелее, с горки прям быстро. То есть, получается, колонну с Питера доставили по В Питере морю ее сначала, в Питере ее погрузили на реку, она по внутренним водам доплыла до Нижнекамска. Там ее мы выкатили тоже, ждали, пока здесь готовность будет на площадке, и вот привезли, когда? В те выходные. да? Роман, зрители однозначно будут писать в комментариях вопрос по стоимости работы вот такого крана. Можно какую-то цифру озвучить? Можно ориентировочно назвать 500 тысяч в смену. Да, это варьируется от продолжительности работы. На какой срок заказал заказчик, да? Кран. Да. Такого типа груза часто приходится поднимать, и перевозить. Грузов более 1000 тонн, их немного совсем. То есть, может быть, в год на всю Россию один такой груз будет. Массы оборудования потихонечку растут, то есть все больше. Но такие не часто. А такой монтаж через шарниры, он раз в 5 лет, дай бог, в России. То есть через шарнир это уникальный, да, монтаж? Да. То есть немногие за это берутся. А я так понимаю, через шарнир это как раз для того, чтобы можно было снизить грузоподъемность самого крана, да? Но это такой способ удешевления. То есть сама работа тяжелее, но заказчику это выгоднее. То есть у него 1000-тонное оборудование, но он поднимает 850-тонным краном, то есть оно и дешевле. А так, если бы оно было без шарнира, его надо было целиком поднимать, то надо было заказывать 1300-1600 тонн грузоподъемности кран. Это и дороже, и как бы эксклюзив. А разве через шарнир не проще поднять? Когда одна точка опоры уже есть. Не проще. То есть вот мы сейчас со всех сторон смотрим на него, и чтобы надо везде соосность соблюсти, чтобы он шел ровно, чтобы полиспас был ровно. Вот это выставить тоже опоры. Ведь можно же не попасть, грубо говоря. Не, но с другой стороны, если бы не было этой опоры, мне кажется, гораздо сложнее. Двумя кранами надо или одним-то все равно поднимается? Двумя. То есть они двумя поднимают его. Потом один Да, опускает. один пускает, второй поднимает. Это мы будем поднимать второй такой, который 400 тонн. Они вдвоем подняли, и он его взял, поднял. Его можно как хочешь крутить. То есть вот так. То есть его это проще считается? Да, это, конечно, проще. То есть там подготовка не нужна. Он приедет, мы сразу его возьмем и воткнем. А тут мы выкладывали его, равняли, чтобы он ровно лег, чтобы пальцы зашли, там зазоры миллиметровые везде. Марат, а скажи, пожалуйста, вот что видишь ты, что контролируешь? Я контролирую угол его подъема на данный момент. Пока только угол смотришь, да? Да. То есть в тот момент смотришь, когда второму крану надо подключаться? Да. То есть, чтобы было понимание, когда пойдет нагрузка на второй кран, чтобы этот момент не упустить. Ленар, а вы что контролируете? Мы контролируем подливку, если трещина пойдет, останавливаем. Это вот вокруг, да? Да, вот эта подливка. Вот где анкера, если трещина пойдет, сразу. Слушай, так это, по-моему, позавчера заливали только. Вот этот кусочек. То есть специальный бетон, да? Это да, специальный раствор. То есть сейчас ловить ее обратно надо будет, да? Она начнет падать, грубо говоря, в эту сторону. Да, и за это второй же кран, когда она будет, чтобы удержать ее. То есть получается, как она там, нулевая точка называется? Да, ну вот она чуть-чуть может сюда шатнуться. А для чего внутри баллон? Это консервация сосуда на время перевозки, чтобы не покрывался ржавчиной. Азот, Не что ли? корродирует. Да, азот. Чтобы Чисто. влага не скапливалась там. Чтобы влага не скапливалась, у нас идет силикогель. А это просто, чтобы еще дополнительно коррозия не покрывалась. То есть это получается с завода, да? Его как поставили, вот так и Его идет. обязаны они законсервировать, чтобы не корродировало, чтобы он сохранял свое тело, целостность сосуда, аппарата с внутренней стороны. Там же невозможно его покрыть никаким ОКЗ, соответственно, это может корродировать. А так как будет рабочая среда активная, агрессивная, то коррозия недопустима. Сколько подготовка вот к такого рода работе идет? Это порядка 3 месяцев. То есть на все расчеты, на подготовку оснастки.
разработку проекта. Еще наверняка ведь разрешительная документация различная нужна. Согласование проездов, дорог. Что касается перевозки, там, да, там надо за полгода начинать. То есть, За полгода? да, то есть это надо идти в автодор, говорить, я вот из такой-то точки сюда еду по такому-то маршруту. Они говорят, есть такие-то мосты, есть такие-то там ЛЭП, знаки, прочее. Вот иди тем. Пока всех обойдешь, всех уговоришь. Шеф сказал, с Федором надо разговаривать. Я разработчик данного проекта. Соответственно, здесь я слежу за тем, как исполняется в соответствии с моими разработками, с документами, как исполняется проект. Техчасть разрабатываешь? Да. То есть инструкции все разрабатываешь? Инструкции считаю, да, соответственно. Расскажи тогда в целом, что происходит-то. вообще. Окей. В целом колонна достаточно тяжелая, 1000 тонн. И для того, чтобы поднять ее менее грузоподъемной техникой, заводом-изготовителем был предусмотрен шарнирная система. Соответственно, в кооперации с заводом-изготовителем были проведены расчеты того, какие будут нагрузки на основной кран, какие будут нагрузки на вспомогательный кран, какие будут нагрузки на шарнир. Соответственно, вместе с ними же мы смотрели инструкцию по сборке и собирали, потому что шарнир не так просто собрать. Надо поставить основание, выставить высоту и только потом уже вставлять в шарнир колонну, чтобы отверстия сошлись и туда зашли пальцы. А дальше уже дело техники, дальше уже, соответственно, работают краны. Федор, то есть получается установка через шарнир, она более сложная, чем установка двумя кранами? Да, она получается более сложной именно с точки зрения технологии, но позволяет использовать менее грузоподъемные механизмы. Да, в этом ее огромный плюс. Но на самом деле, конечно, с точки зрения работы крановщика и работы крана, это тоже технологически сложный процесс. Ну, то есть из-за того, что появился шарнир, нужно четко соблюдать вот все углы, да? Да. То есть чтобы не было перекоса. Да, чтобы не заелся шарнир, не закусился, никуда колонна не ушла, чтобы попали анкерные отверстия, соответственно, на фундаменте и на колонне, чтобы они совпали. Для этого и нужна непосредственно выверка шарнира по высоте и в горизонтальных координатах. И на протяжении всего подъема ведется контроль отклонения, во-первых, реактора от оси подъема, во-вторых, отклонение непосредственно крюка от вертикальности. И также ведется наблюдение за углом. Да, еще забыл упомянуть, что у нас начинает работать непосредственно тормозная система. Это тоже отдельный элемент данного подъема, который используется только в данном подъеме, который тоже является нетривиальным условно. Это вот как раз вот то, что сейчас стропа висит. Я не совсем догадывался, зачем она нужна. То есть в какой-то момент колонна начнет, грубо говоря, в обратную сторону, да, клевать? Да, так как у нас точка, вокруг которой крутится колонна, находится не на одной оси с центром масс, то в какой-то момент при прохождении центра масс над точкой вращения у нас колонна начнет собственным весом заваливаться на фундамент. Тем самым она просто упадет, раздробив фундамент, и дай бог еще устоит, а то может завалиться вообще в обратную сторону. Да. Соответственно, для этого данная система и используется второй кран, который через длинную систему стропов, соответственно, будет давать с определенного угла нагрузку, чтобы она не завалилась. Он ее будет просто придерживать, да, получается? Да, он будет придерживать с другой стороны. Слушай, сколько у такого троса усилия на разрыв? Кто-то существует, что его может разорвать? Железный, это УСК-2 132 тонны он держит, 20 метров в длину. 132 тонны, да? Да, соответственно, если нагрузка больше, чем 132, то его разорвет, конечно. А вот в защитных этих, это там тоже стальные троса? Нет, там текстильные троса. А, текстильные, то есть они гибкие, они позволяют пружинить маленько, да, или нет? На самом деле они просто легче в сборке. А, и все, да? Да, то есть они здесь используются именно для того, чтобы было проще собрать эту длинную нить. И сколько у этих текстильных тоже на разрыв? У этих на разрыв 70, но они сложены пополам, поэтому получается 140. Это контур груза у него, и по мере установки колонны надо контур груза снимать, чтобы кран не завалился в обратную сторону, то есть чтобы контур груза не перевесили, по той причине, что колонна по мере установки, она уменьшает свой вес, ну, вернее, нагрузку на крюк, вес-то у нее не уменьшается.
Это у нас Альбина, она, собственно, меня и пригласила. Константин Фролов. Про технику, про предприятие, про людей. Сергей, а расскажи, что сейчас происходит? Зачем второй кран нужен? Своими словами не дает колонне опрокинуться назад. То есть она сейчас падать будет, да, по сути-то? Нет, сейчас он выводит ее в вертикальное положение. Второй кран служит для того, чтобы поддерживать в вертикальном положении направление. А вы кем работаете? Инженером по организации работы на объекте. А в что ваши обязанности входят? Приезжаешь на объект, ознакомишься с ППРом, ведется дальше подготовительная работа на площадке, оформление всех документов для завоза, вывоза, оформление горюче-смазочным материалом, подбор квартир, организация расселения, чтобы крановщик, оператор крана, он не знал проблем никаких. Мы его только привезли его на работу, сел в кран, обслужил кран, начал работать. И так до вечера. Вечером опять сел в машину и уже в квартиру. То есть крановщики в данной работе это привилегированные рабочие, да? Сотрудники предприятия. Крановщик вообще как бы бог стройки. Получается, что если крановщик на работу по каким-то образом не вышел, мало ли что случилось, то вся стройка из-за этого крановщика встанет. Вот, допустим, на данное мероприятие действующим образом как бы 2 крановщика. Ну, плюс, конечно, ИТР. Все в целом, от каждого зависит, но от крановщика больше всего. А есть как космонавтов-то? Основной, который запланирован в полет, и резервный. Такой есть или нет? Ну, на данном объекте как бы у нас по одному крановщику, но есть как бы все равно дублер, вот крановой с другого крана. То есть другого может пересесть? У нас как бы крановщики делятся на категории. Есть те, которые универсалы, они могут как работать на гусеничном, так и на автомобильном ходу. Спасибо. Пожалуйста. А как зовут-то? Артем. Артем? Да. Константин. Вы расскажите, что в ваши обязанности входит? В мои обязанности входит, я руководитель проектов фирмы Сопик. Вот, в данном случае проект разрабатывал один из наших проектировщиков, Федор. Вот, тут сложность работы-то в чем заключается? Здесь 750-тонным краном мы поднимаем и ставим в монтажное положение реактор, масса которого 1000 с небольшим тонн. Сложность проекта заключается не только в том, что используем кран 750-тонный, а плюс еще сложную систему строповки, которая заключается в траверсе. Она, кстати, уже натягиваться начала, да? Часто такие проекты-то бывают? Вот лично за последнее время был крупный проект Дзержинский на Сибуре, и это второй уже за месяц буквально проходит. Да, бывает. А расскажи, а плиты в один слой укладываются или в 2? В данном случае, где мы стоим, в 2 слоя, ПАК 14. То есть плита получается, потом прослойка? Получается геосетка, потом идет песок-щебень, плита, потом опять песчаная подушка, прослойка и плита. То есть получается пирог целый. Артем, а расскажи про систему противовесов. Я обратил внимание, что их снимают по мере того, как колонна ставится. То есть почему это делается? Да, здесь простая физика, это уравнение моментов. То есть зависит масса груза, плечо груза от центра крана. И, соответственно, другая сторона тоже плечо и масса противовесов. То есть по мере поднятия груза в данном случае у нас нагрузка на кран уменьшается, соответственно, сила моментов, на той стороне нам нужно тоже уменьшать балласт. Поэтому... То есть, чтобы кран не перевешивал собственными контргрузами, чтобы корзина не села на плиты. Вот сейчас в данном случае ее опустили, сейчас будет ее дальше разгружать также. Артем, а расскажи еще, смотри, то есть я так понимаю, это самоходный трал, да? Да, это самоходные телеги, Шурли, СПМТ так называемые. Немецкие, да? Да, они в данном случае собраны в конфигурации 4×4 и плюс 2 двигателя ППУ. Это 2 двигателя ППУ, которые то есть они соединяются, ближе к нам. Получается, да, между ними промежуточные тумбы. А их можно так хоть сколько, да, соединять? Сколько угодно. Можно 10 на 10 собрать. Есть же картинки в интернете, как перевозили дома целые. Вы, кстати, дома не перевозили? Что-то было, перевозили, было, да? Вот у нас перевозчик Гатин, наверное, ищет. Он может рассказать, перевозили какое-то здание, сооружение такое. Слушай, а мне недавно попалась статья, я не знаю, наверное, правда, в Москве, в Советском Союзе еще при СССР перевозили целые дома, там какую-то, по-моему, Тверскую улицу расширяли. Да, причем даже жителей не выселяли. Да, но там другая система, тогда на тот момент не было этих самоходных, там на рельсах или там условно, а дом по-другому, наверное, и не переместить. Да.
Ну, то есть его приподняли там донкратами, какими-то лебедками, наверное, То есть зацепили. это возможно? Возможно, да. Ну, в зависимости от строения дома, там, от фундамента какой-то. Ну Если сколько там такие дома, там сталинские эти, не знаю, там они... массы-то они большие, я, там честно, даже не знаю. Сотни тысяч, наверное, Да, тонн. там приличная масса тоже. То есть все это можно посчитать, можно перевести? Можно посчитать, можно перевести. Но вот если говорить про эти телеги, например, вот здесь конфигурация большая собрана, а вот одна тележка, она грузоподъемностью 250 тонн. В данном случае у нас собрано 8 тележек, то есть 8 на 250, ну вот и получается, можем перевозить. 2000 тонн? Да. То есть Вот. вы и с запасом еще собрали? Да. получается? Но тут не то, что даже с запасом, тут еще нагрузка на оси. То есть, ну, распределение нагрузок, чтобы по дорогам общего пользования же едем, да. чтобы не продавить асфальт там. Слушай, а каким образом она едет? То есть оператор все время рядом пешком идет или как? Да, пульт управления и оператор, ну, со своей скоростью идет. Где-то нужно Или побыстрее. залезть может, да? Сесть, Залезть нельзя, Нельзя? по правилам безопасности, но вообще конструкция предусмотрена, там, специальные эти какие-то сиденья. Или же есть еще также пульт дистанционного управления, то есть не с проводом, он и полегче, и вот просто идет рядом, управляет. То есть а у колес получается привод гидравлический, да? Да, они в спарке, 2 колеса на одну стойку, то есть это вот одна ось. Это ложемент, транспортировочные ложементы, в которых перевозится оборудование. Ну и, соответственно, эти тумбы для того, чтобы мы подъехали самоходными телегами нашими, и на тумбы мы могли ходом гидравлической подвески, мы опуститься могли и отжаться на то есть, грубо тумбочку. говоря, вы трал разгрузили, да? Да. То есть на нем так долго не может груз находиться? Нет, он может находиться, он же может и долго ехать, перемещаться, но это, опять же, это по безопасности, чтобы, ну, ничего не случилось и с техникой в том числе. А сколько вообще у вас сейчас сотрудников в компании трудится? Сотрудников, ну, порядка, наверное, 250-300 человек. Честно не скажу, у нас штат пополняется. То есть не Ну, маленькая компания? Да. Но у вас штаб-квартира базирования-то в Москве или здесь? Ну, у нас 2 офиса. Один офис вот в Нижнекамске. Тут, собственно, и база, на которой располагается техника. Ну, основная база. Второй офис у нас в Москве. Как зарплата? Все нормально устраивает, да. А я смотрю, у него еще вот триггерные опоры есть. Это для разборки они нужны, да? Когда разбираются гусеницы, снимаются, кран, собственно, встает на эти опоры, 4 штуки, ну, по контуру крана. Он на них как бы отжимается от земли, и кран или вспомогательным краном, или сам кран порталом своим может ее отцепить и снять. В общем, колонна подходит или подошла уже к нулевой точке. То есть, когда получается равновесная точка, она не сюда, не туда. И трос уже натягивается, вот его видно. Он начал уже натягиваться. То есть еще чуть-чуть, и колонна начнет опускаться на основание под собственным весом. В чем преимущество гусеничного крана перед автомобильным краном? В том, что гусеничный кран может перемещаться со своим грузом. Но вот в данном случае эта функция, она используется, поскольку подъем идет по шарниру, и, соответственно, у нас верхушка реактора движется по окружности, и, соответственно, надо автокрану переезжать, чтобы постоянно крюк был над местом зацепа. В общем, специально для тех, кто говорит, что в России ничего не строится, вот, пожалуйста, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, и таких на территории нашей страны очень много заводов. Ну, понятно, что Тенеко это один из современных. Нашу страну часто ругают, называют страной бензоколонкой. Но в какой-то мере это выражение, оно и правдивое. То есть у нас действительно очень богатые запасы углеводородов, и было бы глупо их не использовать. Другое дело, что за что, наверное, нас могут ругать справедливо, это за то, что мы продаем просто непереработанную нефть. Куда правильнее экспортировать именно продукты глубокой переработки нефти. То есть вот подобные заводы, они позволяют производить бензин, производить дизельное топливо, отвечающее самым высоким нормам экологическим. Сырую нефть, конечно, продавать проще, но это неправильно, потому что нужно продавать продукт глубокой переработки, потому что он будет дороже, собственно, и будут задействованы люди, рабочие места. В общем, колонна встала на место. Вот насколько точно все посчитали инженера, что получается, все встало на свои места.
Ильнар, вот как сегодня прошло? Все в штатном режиме, нет? Да, конечно, все что там. Всё нормально. Да. В ваши обязанности что сегодня входило? Обязанности сходила на вертикаль вывести, и все. Ну, то есть вы контролировали, чтобы Контролировали, колонна, да. получалась, Да. всегда была в вертикальном положении. А вот я смотрел, ребята наблюдали еще вот за этой подливкой. Это смотрели, чтобы не уходило. Я так понимаю, это же вот позавчера залили? Это позавчера залили, да. А это какая-то контрольная заливка была? Она усиление дало. А, усилие дало, да? Да, да. И она все, кстати, ее мерки сняли, она уже жестко набрала, нормально все. Успела. То есть есть Да. такой бетон, который Мгм. так быстро набирает, да? Да. Даже несмотря на такую жару. Она уже вчера готова была. Вчера даже. Ну а расскажите, вот сейчас вот получается реактор установлен. Что еще предстоит сделать? Ну, сейчас посмотрим это. По нулям выведем. Чтобы По нулям это в смысле? отклонение, да, север, запад, восток. Не было, да? Да, не было. А она позволяет немножко ее шевелить, все равно Да, шарнир. конечно. Все, шпильки начали прикручивать. Все, дело сделано. Ну это пока сейчас просто наживляете, да? Да. Потом выставляете Потом вставляем. четко уже и Да. вот эти подкладки. Сейчас она отстоит. Еще Продавят? сутки простоит, да. Да мне сказали, что тут фундамент глубина 60 метров, по-моему. Ну, возможно, но все равно она свое возьмет. Да? Нету? Все равно 1080 тонн она сыграет куда-то. Александр, мне сказали, что вы самый старожилый в этой компании. Не я один, мы вдвоем пришли сюда. Рашид Исупович еще, он сейчас в отпуске, механик у нас стал он здесь. Были крановщики, оба пришли мы с химкомбината. Там я отработал 30 лет. Здесь уже 20 лет отработал, 21 год работаю. Поднимал всякие колонны, всю Россию объездил. И за рубеж ездил, в Германию учиться. Давно, правда, было. Мне уже 71 год. И, слава богу, меня наше руководство никуда не просит. Сказали, работай сколько хочешь, сколько сил есть. Хорошее у вас руководство. Да, очень. О людях думает. Конечно. Я работал на таких, на всех кранах, на 750-ке в основном. Я поднимал первые здесь 1200 тонн, когда поднимали 2 штуки. Я участвовал в этом. Тогда еще поднимали. Вот То есть и- эта колонна не самая большая, да? Нет, не самая большая. Да вам, дай бог, здоровья. Спасибо Вот. большое. Зачем столько экранов? Это все камеры или это Это приборы? все рабочий момент. Ликон. Вот это вот Ликон, вот это рабочий компьютер. Это на Дерек тоже рабочий компьютер. Нагрузки Дерека показывает. А Дерек это что такое? А Дерек вот подвесной балласт. А его загружали сегодня или разгружали для того, чтобы он в обратную сторону, как бы, да, кран не это? Нет, вы знаете, тут такая система, способ весов. Что вперед надо и назад тоже надо. А, ну то есть... Нагрузку мы снимаем, он заваливается, получается, Надо назад. Он снимать. просит разгрузить его, да. Ага. Понятно. И сколько сегодня балласта по максимуму было на нем на кране? 276 276 тонн, это тонн, сзади. Да. А у него же родной вот еще сколько? Ну да, здесь 220, внизу 95. 220, 95 и 276. Ну 276, да, на подвесном балласте. Это около 500 тонн только балласта, да? Сложно вообще на таком кране работать? Да нет, а что тут сложного? Ну а с какого крана начинали? Начинал с Ивановец, МАЗ 12,5 тонн. 12 тонн. Да. Следующий какой был? КАМАЗ 25-ка. Потом 45, уже в Сопике 45. 45 200. уже иномарка была, наверное. Да, уже Липхер 45-тонник. 220, 300. На Гусьянке потом. 100-тонник. На 100-тоннике. Потом на 750. Ну, а вот, Игорь, работа крана-то именно закончилась до второй колонны или нет? Или еще будете что-то приподнимать? Я думаю, ее надо отстреливать жить по ровности. Я думаю, тут, наверное, еще надо будет корзину накидывать, балласт полный, и поднимать ее уже полностью. Вот у нас Альбина, она даст интервью. Говори, говори. Красивая, умная. Да, Красивая, умная. Так, ну, реактор смонтировали в проектное положение. Сейчас оставляем его для отстоя, чтобы фундамент на себя всю нагрузку принял, первичную. После чего уже будем выставлять сам аппарат вертикально в проектное положение, согласно допускам от завода-изготовителя.
Марат, можно я тебя перебью маленько? Просто ты мне рассказывал позавчера, что глубина фундамента здесь что-то 60 метров, или я неправильно Нет, тебя понял? это буронабивные сваи до 60 метров доходят. Сама подушка, по-моему, 6-метровая. То есть надо все-таки дать фундаменту принять свое истинное положение вместе с аппаратом в нагруженном состоянии. И после этого начать заключительную часть установки аппарата. Ну вот ты сейчас же по прибору уже посмотрел, насколько отклонение? Я сейчас жду, чтобы полностью вся нагрузка с крана ушла с аппарата, чтобы он не придерживал, чтобы было наименьшая погрешность. То есть кран сейчас даст слабину, да? Сколько-то он слабину даст, допустим, оставим для себя натяжку тонн хотя бы 50, чтобы сильно нагрузку не снимать, после чего уже дальнейшее продолжим наблюдение. Ну вот она, получается, встала-то вообще идеально, то есть попали. Ну, попали, но ни один завод-изготовитель не дает гарантию, то что перпендикулярность самого аппарата, ось его перпендикулярно основанию. Фланец может немножко... Скажем так, да, основание фланца может быть немножко неровным, но тут даже те же самые полградуса уже играют на этой высоте большую роль. То есть для этого, получается, вы сейчас садите на пластины, да? Да. Они фактически опорно-регулировочные пластины у нас. То есть еще будете регулировать. А потом это основание заливаться еще будет, не знаешь? Дальнейшая фиксация, кроме опорных пластин, у нас идет уже подливочной смесью, после чего уже она будет зафиксирована. А вот вопрос интересный у меня возник. Вот при проектировании таких установок, такой высоты, ветровые нагрузки как-то учитываются? Конечно, это для проектного бюро дается как бы задание. Роза ветров, усредненные температуры, ветровые нагрузки, все вот это данные передаются, и от этого уже идет полный расчет. То есть как и самого фундаментного основания, так и самого аппарата. Спасибо огромное. Пожалуйста. За возможность побывать у вас на стройплощадке. Очень интересно. Ни разу не был я на таком масштабном мероприятии. Страна у нас все-таки строится, заводы строятся. Дай бог свидимся. Вам удачи, дальнейшего развития. В общем, все. Нас выгоняют, пора ехать. Так что давайте, до новых встреч, всего доброго. Пишите свои пожелания, замечания, как в следующий раз снимать видео, какие недочеты были. Постараюсь все учесть. Спасибо.